Добрый день, мои дорогие студенты! Меня зовут Наталья, я учитель русского языка. Спасибо вам, что вы со мной. Здесь я преподаю русский язык, в видео есть субтитры. Добро пожаловать на мой канал Practical Russian. И сегодня я отвечаю на вопрос, как выучить русский язык за 30 дней. Это возможно или невозможно? И если вы хотите поддержать мою работу, если вы хотите поддержать мой канал, есть ссылка на мой Patreon. На Патреоне есть разные материалы, транскрипты и аудиофайлы. Вы можете использовать эти материалы. Также я даю онлайн-уроки. Если вы хотите говорить со мной лично, пожалуйста. И у меня на канале есть один файл с фразами. Вам нужно только кликнуть на ссылку и получить этот бесплатный файл. Это совершенно бесплатно. Хорошо. И сейчас, как выучить русский за 30 дней. Поехали! В этом видео я хочу рассказать вам, как выучить русский язык за 30 дней. Это будет видео для практики. Вы можете слушать, как я говорю, что я говорю по-русски. Я буду говорить только на русском языке. Это видео для практики русского языка. Как же выучить русский язык за 30 дней? Сначала я думала, это невозможно. Но сейчас я думаю, это возможно. Конечно, через 30 дней вы не будете свободно говорить по-русски, но вы можете получить какой-то результат. За 30 дней можно подготовиться к тесту, например. Вы можете очень активно заниматься и подготовиться к тесту за эти 30 дней. Или за 30 дней вы можете подготовиться к поездке. Вы можете выучить самые необходимые фразы, да, и посетить Россию. И там использовать эти фразы. За 30 дней возможно это сделать. Также за 30 дней можно улучшить свой русский язык. Да? Вы можете практиковать русский язык каждый день, говорить с учителем каждый день, возможно, по 30 минут, и вы увидите колоссальный результат. Это будет фантастический результат. Да? За 30 дней вы можете улучшить свой русский по какой-то теме. Если у вас есть конкретная тема, например, подготовиться к интервью на русском. Не знаю, насколько это популярно, насколько люди это делают, но за 30 дней вы можете подготовиться к встрече онлайн. Да? Если у вас есть вопросы и вы понимаете, что вы будете обсуждать, вы можете подготовиться, и это очень полезно. 30 дней это такой дедлайн, это, возможно, даже челлендж, вы ставите перед собой задачу, и у вас есть срок. Да? Вы хотите подготовиться к чему-то. Что еще можно сделать за 30 дней? Если вы только начинаете изучать русский язык, тоже за эти 30 дней вы можете выучить самые базовые фразы и уже довольно нормально говорить по-русски. Конечно, это будут элементарные фразы, но это возможно. Я не могу сказать такого о китайском языке. Моя подруга рассказывала, что она изучала только буквы, тоны, звуки 1 год. Не знаю, насколько это правда, но думаю, что да. И только потом они начали изучать слова. В русском языке все намного проще. За 30 дней вы реально можете слушать самые простые фразы, такие как «Привет», «Как дела?», «Что делаешь?», «Я сейчас сплю», «Я сейчас гуляю», «Я сейчас работаю», «Я сейчас на работе». Да, вы можете выучить эти фразы, и через 30 дней вы уже будете рады своим результатам.
За 30 дней возможно выучить русский, но какую-то часть, улучшить свой русский, да, и очень сильно улучшить свой русский. Я не могу обещать вам, что за 30 дней, через 30 дней вы будете свободно говорить по-русски. Вообще изучение языка — это процесс. Нужно понимать, что это занимает год, два, и, по-моему, важнее изучать язык как-то весело, наслаждаться этим, общаться с друзьями, рассказывать о своих результатах, рассказывать о своих успехах, когда вы делитесь с друзьями и говорите какие-то фразы на русском. По-моему, это весело. Да? Вы видите, что у вас есть прогресс в русском, и вам нравится, вы узнаете что-то новое, вы смотрите какое-то интересное видео на русском, и вы довольны. Изучение языка — это процесс, но за 30 дней вы можете получить какой-то определенный результат. Вы можете подготовиться к тесту. Это тоже всегда полезно. Или вы можете подготовить какой-то текст, может даже не текст, например, рассказывать о России. Не знаю, кто так делает. Я надеюсь, я ответила на вопрос, что можно сделать за 30 дней, как можно выучить русский язык за 30 дней. Желаю вам успеха. 30 дней — это целый месяц. Вы можете выбрать, что вы хотите получить в конце месяца. Да, каким будет ваш русский, и активно заниматься. Что вы хотите сделать за 30 дней? Какой ваш челлендж? Мне будет интересно узнать. Пишите в комментариях. Также вы можете поддержать мой канал, вы можете поддержать мою работу. Мне будет очень приятно. Вы можете сделать это на Патреоне или на сайте Buy Me a Coffee. Да? Мне тоже очень приятно получать донаты. Это такая поддержка моей работы. Спасибо вам за это. Или мы можем говорить с вами на уроке, если вы хотите. Ссылка на мои уроки внизу. И я забыла мой бесплатный материал, файл с фразами. Кликните на ссылку внизу и скачайте этот материал, хорошо? Спасибо вам, хорошего дня и пока-пока.